Приветствую всех, друзья. С вами на связи таролог Алехандро. Мира вам и вашему миру. Сегодня вас ждет общий расклад Таро. Онлайн-гадание. Знаки судьбы на ближайшее будущее. Вот, смотри, прямо рассыпается реальность. Да? На пороге каких-то перемен вы находитесь. Возможно, очень мощной трансформации. Поэтому настраивайтесь на себя, на свою ситуацию в личной жизни. И давайте посмотрим, что вам хотят передать карты Таро. Точнее, не карты Таро, а что вам хотят передать высшие силы через карты Таро и через оракулы, а также через руны сегодня. Вы можете сконцентрироваться на какой-то конкретной карте, да, и услышать одно послание. А можете сконцентрироваться на всем раскладе от начала до конца и получить свои необходимые советы, подсказки и инсайты. Итак, давайте начнем. Давайте начнем, оттолкнемся от того, что за энергия в вашей личной жизни сейчас доминирует. Что-то заканчивается. Видите, я говорил, какая-то жесткая трансформация. Выпадает 13-й аркан. Он же здесь называется аркан смерти. Да? То есть что-то закончилось. То есть что-то должно прекратиться. Что-то должно прекратиться. Давайте понимать, попробуем, посмотрим точнее, да, или попробуем понять, что должно прекратиться. Что-то плохое должно прекратиться, но помимо того, что что-то плохое должно прекратиться в вашей жизни, еще что-то и должно проясниться. То есть вы сейчас чего-то не видите, и вот этот момент тайный, да, или невидимый, он вам будет ясен. То есть прекратится ваше невидение и неведение. Ну давайте посмотрим, а что прекратится и что вы начнете видеть и понимать, да? Опять 13-й аркан прекратится, да? То есть, во-первых, прекратится, скорее всего, жесткая трансформация, что-то болезненное, что-то плохое. То есть череда перемен, на которую вы не влияете и которые вы не управляете, роковые события в вашей жизни прекратятся. И что вы начнете понимать? А вы просто начнете понимать, что отныне вы теперь спокойны. И если на вас, например, кто-то магичил, он прекратил. Если у вас была череда неудач, прекратилась. Так. И прекратился период тревог и беспокойств. То есть вы успокаиваетесь. И вам уже теперь не надо бояться чего-то, опасаться и страдать из-за чего-то. Да? Потому что 13-й аркан, смерть, да. То есть череда роковых событий, которыми вы не управляете, которая вас очень сильно беспокоила, прекратится, и вы начнете понимать, что теперь вы спокойны. А с чем была связана эта череда негатива? Это уже может быть что угодно, да, в вашей жизни. Давайте посмотрим. То есть у вас прекращается что-то плохое, и вот к чему открываются двери. Башня здесь, вы избавитесь от того, что устарело в вашей жизни. Может быть, вы продадите то, что нужно продать, или, например, жилье, какое-то квартира, дом, участок, или вы избавитесь от ненужных вещей. И вам открываются двери к чему? К новым вещам, новым покупкам и новым достижениям, особенно на работе. Может быть, в карьере, может быть, успехи в бизнесе. Вот такой вот месседж, друзья. Хорошо. Следующий шаг после того, как у вас происходит вот этот вот первый, да? Следующим шагом в вашей жизни, смотрите, прекрасно, у вас что-то красивое входит в вашу жизнь. В вашу жизнь может зайти красота. То есть, вот если женщины смотрят, да, то можно будет заняться спокойненько собой, да, своей красотой, да, посвятить себе, красивой себе, любимой. Но
Заходит что-то красивое в вашу жизнь, позитивная женщина появляется в вашей жизни. Если мужчины смотрят, то появляется на пороге у вас красивая, позитивная женщина. Давайте посмотрим, с чем она связана. Ну, смотрите, у вас она появляется на пороге, да, но тут непонятно, то ли вам нужно закрываться от нее, то есть нужно вам впускать ее в свой дом или не нужно впускать. Вот давайте, смотрите, у вас на пороге женщина, и неважно, кто вы, как зритель, женщина или мужчина, да, но впускать или не впускать эту женщину. Может, эта женщина несет вам какую-то новость или что-то. Вам ее нужно впускать? Да, вам ее нужно впускать. Она открывает вам возможности и дороги. И здесь получается влюбленная. То есть эта женщина красивая, она несет вам варианты и возможности. Особенно для мужчин хорошая вторая позиция. То есть у вас открываются дороги к любви, к отношениям. Если смотрит женщина, то то же самое, абсолютно. То есть это вы, по сути, да, открываете замок и открываете себе дороги. Вот даже если обряд такой вы проходили, делали себе открытие дорог, вот он начинает уже работать у вас активно. Что вы на этих дорогах увидите? Давайте посмотрим. Может быть, вы увидите... Но здесь сопротивление какое-то. Вас не, может быть, вам будет тяжело идти, вас, может быть, и не будут пускать. То есть вы увидите на дороге какого-то человека, который вас не будет пускать. Это раз. То есть вы открываете себе дорогу в любовь и в новую жизнь, да, в какой-то новый путь. Но есть привратник. Почему он вас не будет пускать? Причина, почему он вас не пускает. Вы знаете, он может вас впустить, но он ищет, он впускает, знаете кого? Людей, которые ищут счастье именно в коллективе, в группе. То есть, почему он вас не может не впустить? Я не буду говорить, что он вас не будет там впускать и не впустить. Нет, он может вас и впустить. Десятка кубков – это, смотрите, здесь даже это не привратник, это просто вот как энергия какая-то, да, семерка жезлов. По сути, вы как личность открываете себе дорогу в новую жизнь, но войдете вы в эти двери только если вы стремитесь к счастью не в одиночестве. Вот услышьте это. Что это вам даст? Это изменит вашу судьбу, перезагрузит ее матрицу судьбы, да, и это принесет вам успех, счастье, деньги, здоровье и изменит вашу жизнь в лучшую сторону. Вот такой вот месседж. Хорошо. Вот ваша жизнь уже поменялась. К чему быть готовым? Вот ваш, поворот судьбы, да, происходит. К чему вы поворачиваете? В какую сторону? Вы поворачиваете в сторону отношений, романтики, где-то, может быть, творчество. Ну и это самореализация на творческом уровне, на уровне творчества. Хорошо, давайте смотреть, какая энергия будет управлять. Энергия любви. Опять-таки, любовным порывом, душевным порывом вы будете управлять своим творчеством, и ваше творчество будет помогать вам любить. Оно взаимосвязано все. Хорошо. Что творчество и любовь, любовь к творчеству, творчество в любви вам дает? Какие возможности? Если вы стремитесь размножаться, да, мультиплицировать себя, может быть, зародится новая жизнь, это может быть ребенок. Особенно, смотрите, кто планирует семью, брак, очень хороший прогноз. Но и у вас появятся планы и видение, и понимание, как, с кем, где и когда
вы можете создавать свою новую реальность. Может быть, вы уже поймете своего мужа будущего или свою жену, то есть вы будете понимать, какой вам человек нужен, да, или это ваш человек, или не ваш человек, ваш партнер, не ваш партнер. Ну и, может быть, у вас появится возможность или инструмент оплодотворения и партнер для этого, да. Ну и здесь этим всем будет управлять любовь. Очень крутой расклад для тех, кто ждет ребенка или хочет выйти замуж или жениться и в браке, больше в браке, чем не в браке, зачать ребенка и родить ребенка. Если вы не планируете зачать ребенка или родить ребенка, то здесь вот эта карта, она символизирует плод вашего творчества. То есть вы создадите, может быть, поэму, может быть, картину, может быть, музыкальное какое-то произведение. Все, что связано с творческой деятельностью личности. И не мудрено, вы по вот этой карте, вы как бы проходите трансформацию, хороните старое, да, и не возвращаетесь к нему больше. Окей. Следующий ход. Вот родилась у вас эта творческая, да, плод родился, да, вы этот плод уже имеете. Что дальше? А дальше вам придется побороться, посражаться. Может быть, за жизнь этого детища, да, этого плода. Например, вы написали книгу, а ее еще надо продать успешно, да, или написали картину, а ее продать надо, и так далее, да, написали какую-то композицию музыкальную, как-то ее продвинуть надо, да. То есть вас ждет битва, сражение, да, некое. И это будет реально. То есть вас однозначно ждет битва уже в новой реальности, да. Хорошо. Так, давайте смотреть, с кем будете сражаться или что карты скажут. Это пока тайна. Это пока тайна. Мы не можем знать, с кем вы будете сражаться. Хорошо, за что вам придется сражаться? За ваши творческие реализации. Но здесь Луна с жрицей идет. Возможно, вам придется сражаться с женщиной и, возможно, за магию, за чувство, за любовь. Вот такое идет. Посмотрите, на это нужно время. И мы сейчас, помимо того, что мы не можем знать, мы видим одну неизвестную карту и вторую. Поэтому сразу так сказать, что именно это и за магию или за ваше творчество. Во всяком случае, есть некая тайна и очень много женской энергии. Она может быть и магическая. Поэтому вам придется сражаться за, может быть, свои душевные какие-то порывы. Может быть, где-то за свою тайну, за свою правду, за свое знание и за свою магию. И, может быть, вам придется сражаться за результат, за свою семью, бороться и за детей и деньги. В том числе это хозяйство, это карта хозяйского управления хозяйством. Поэтому королева Пентаклей нам говорит, что очень много женской энергии. Сражение будет возможно или с женщиной, или женскими энергиями, или за то, что дорого именно женщине. Окей, дальше. Но, тем не менее, впереди есть успех, мужчина, главный мужчина, должность в вашей жизни. То есть, как минимум, вот какой-то солидный, серьезный результат. Вы идете как бы от потери путем красоты, любви, борьбы к мужчине некому, да? Или к результату. Мужчина – это может быть результат. Мужчины могут смотреть о статусе, о своем, об успехе, о деньгах. Да? Хорошо. Давайте смотреть, что это за император, что за энергию он несет в вашу жизнь. Поток. Вам может открыться и финансовый канал, и богатый мужчина, и такая прибыльная должность, да. В карьере может быть изменение какое-то. Это может быть и прибыльный бизнес.
Вы в потоке получаетесь. Это очень хороший. То есть вам открывается результат. Император – это результат, это уже форма, все. И она как бы у вас идет прибыль, да, получается. Что прибывает в вашу жизнь? Давайте смотреть. Прибывает успех в бизнесе, сила, и прибывает такой сильный сексуальный мужчина. Прибывают деньги, причем они идут стабильно. 4 пентаклей, стабильная прибыль идет. Успех в бизнесе, в делах, в работе. Успех в производстве, но это больше кубки, это больше такое, знаете, как если вы заняты чем-то таким, что вам до души, то есть успех в любимом деле, особенно в общепите, да, так, ну, может, вы там пирожки продаете, к примеру, да, или хлеб печете. Ну, может быть, вы делаете глиняные горшки, продаете, ну и так далее, то есть у вас же творческая работа, скульптуры. И это меняет вашу жизнь к лучшему, улучшается не только финансовый поток, а он здесь очень хорошо улучшается. Он растет не резко вверх, но стабильно вверх. Не очень быстро, но стабильно вверх. И это меняет вашу жизнь к лучшему. Вы все-таки сможете купить и продать то, что вам действительно нужно было купить и продать, и приобрести очень важную покупку в вашей жизни, в том числе и жилье, особенно если оно было разрушено по какой-то причине. Может ли вам прийти в наследство что-то? Ну, может быть, особенно если это было по линии отца. Ну и женщины, которые ищут мужчину своей судьбы, который вот именно, ну, чтобы был богатый, статусный, с деньгами, да, вот такого именно, да, то он входит в вашу жизнь и меняет вашу жизнь к лучшему. Ну и последний знак судьбы на сегодня. У вас разыгрывается новая жизнь, или в театре вашей жизни начинает играть новая пьеса или новый спектакль, да, ну, новое действо, давайте так скажем. Давайте посмотрим новое действо в вашей жизни. Оно какую энергию, на какой энергии? Хорошая энергия, энергия помощи, энергия поддержки, энергия счастья и взаимопонимания. Помните, я сказал, что это группа, и у вас будет привратник. Вот этот привратник, это может быть Анубис, может быть какая-то энергия, которую нужно будет открывать в себе и менять ее путем, возможно, перезагрузки матрицы судьбы. Если у вас уже это сделано, тогда, понимаете, тогда у вас это уже работает. Хорошо. Что вы будете получать от новой жизни? Какая помощь идет? Вы будете получать новые эмоции, на которые ранее вы не обращали внимания. Также вы получите успех какой-то, да, то здесь было разочарование. Вы получите новые чувства, о которых вы еще не знаете, но которые, возможно, вы хотите вернуть. То есть, если у вас есть ностальгия почему-то, да, или давно не было какого-то позитивного эмоционального фона в вашей жизни, то он пойдет. То есть, если ваша жизнь была похожа на трагедию, на что-то унылое, меланхоличное, то это будет, наоборот, намного более насыщенное и жизненное в вашей реальности, да, то есть это будет, жизнь будет бить фонтаном, да, и этот фонтан будет чистой воды. Что вы еще получаете? Вы получаете дополнительную финансовую поддержку и исцеление, находите средства, карты идут минорные, но они как бы идут в поддержку вашим минорным состояниям. То есть вы компенсируете эмоциональный, материальный и физический свой фон здоровья. Ну и венец всему, чем сердце успокоится. Ну, а сердце успокоится тем драгоценным или той драгоценностью, о которой вы всегда мечтали. Если это ваша самооценка и ваша сбывшаяся мечта, то мне ничего не остается,
как сказать ключ, замок, язык. Амин. Ну, а если это здоровая, красивая женщина или здоровый, красивый мужчина рядом со здоровой, красивой женщиной, если это роскошь в вашей жизни, богатство и обеспеченность, достаток и благополучие, то кто же от этого откажется? А откажетесь ли вы от этого? Напишите свой ответ в комментарии. А я же искренне желаю вам в итоге, в ближайшем будущем, получить именно эту карту 9 пентаклей, оттолкнувшись от того, что что-то прекратится в вашей жизни. Чем вы готовы пожертвовать, как говорится, ради того, чтобы что-то прекратить и чтобы получить 9 пентаклей, напишите в коментарі. Все буде добре, лишайтесь на зв'язку, почуємось, до зустрічі, па-па.